Всем привет! Вы на канале Голос Анха. С вами, как всегда, Хабиб. И в сегодняшнем видео я расскажу о последствиях прямого движения Урана, которое начнется уже 30 января. Уран — это планета хаоса, и под его влиянием возникают неожиданные ситуации, которые мы не можем контролировать. Окончание ретроградного движения отлично скажется на нашей с вами удаче во всех сферах. Ретроградный Уран приносит тяжелую энергию, которая обычно направляется внутрь людей, но лучшее время для него наступает во время директного движения. Уран — это верховная планета, управляющая глобальными процессами и быстрыми переменами. Это предвестник хаоса, трансформатор и инициатор реформ и перемен, подталкивающий к различным изменениям и открывающий путь к прогрессу. Эта планетарная движущая сила вдохновляет на бунт, протест, независимость и разрушение. И нам уже известно, что 30 января, когда Уран вернется к нормальному движению, произойдет переворот, который разрушит старый мир с нуля. В конце января 2025 года небо окрашивается различными сочетаниями звезд, и ландшафт меняется, как карусель, в течение следующих месяцев. В конце января, когда Уран директный, наблюдается сильная тенденция к миру, стабильности и компромиссу. Но ближе к середине февраля Уран усиливает свою силу конфликтом и потрясением. Однако на этот раз Уран оставляет нам выбор – следить за происходящим или действовать. Выход Урана из ретроградной фазы принесет многим из нас облегчение. После суматохи последних нескольких месяцев появится возможность немного сбавить обороты и перевести дух. Ретроградный Уран нарушил планирование. Было трудно планировать наперед, что вынуждало нас корректировать свои цели или отказываться от них. Многие жертвы были принесены из-за промедления, когда мы знали, что решение было ошибочным. Любые незначительные изменения были под запретом, но 30 января все изменится, оковы будут сняты, но я призываю нас не забывать об осторожности. Я рекомендую сначала упорядочить свои мысли и составить план. Ретроградное движение Урана закончилось, но впереди нас ждет не менее опасный период. Это значит, что пришло время прислушаться к голосу интуиции, поставить цели на ближайшие полгода и составить программу успеха. Уран снова вернется в сентябре этого года, но до этого времени у вас есть шанс изменить свою жизнь по своему усмотрению. Для тех, кто все испортил во время ретроградного Урана, наступает период, когда нужно проанализировать свои ошибки и начать собирать разбросанные обломки. Ретроградный Уран воздействует на подсознание, порождая недовольство собой, бунт против системы, всплеск негативных эмоций и неуверенности в себе, смелые выходки и необдуманное поведение. Эта энергия ранила нас изнутри, а теперь при прямом движении вперед она взрывается. Чтобы избежать неприятных ситуаций, я советую сосредоточиться на себе, своих личных проблемах и духовных заботах. Окончание ретроградного движения принесет заметное облегчение Овнам, Ракам, Весам и Козерогам. Влияние ретроградного Урана было для них очень тяжелым и бескомпромиссным. Но если вы чувствуете мнимое жизненное облегчение, не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Взвешенный, вдумчивый подход ко всему и спокойная рассудительность помогут вам избежать негативных событий. Близнецы, Лев, Стрелец и Водолей будут подвержены влиянию неожиданных ситуаций. Я советую воспринимать прямое возвращение Урана как подарок судьбы. Окружающая действительность создаст довольно запутанную ситуацию, но, несомненно, принесет приятные перемены. Вы сможете решать проблемы интуитивно или прибегнуть к холодному расчету. Тельцы, Девы, Скорпионы и Рыбы сделают открытия в личной жизни, пусть и локальные. Я советую обратить внимание на космические подсказки 30 января и не упустить идеальный момент для радикальных перемен в жизни. А на сегодня это все и помните. В этот четверг Уран поможет нам справиться с беспокойством и стрессом и выйти на новый духовный уровень. В этот день многие плохие мысли исчезнут, а на смену им придут приятные. До скорых встреч!